Логика чекиста, она не совсем в войне. Потому что на войне чекист не очень нужен. Зачем Украина? У нас ведь нет кадров даже на Крым и Севастополь нормальных. Мы не можем найти управленцев муниципального и регионального уровня. Вот у тебя есть эта информация? Да. Ты должен поговорить с читателем? Да. Новых источников не будет. Это сразу понятно, что новый какой-то человек у тебя не появится. Человек работает на политику, занимается, может, не самыми хорошими делами, но ему важно чувствовать себя, да, той спичкой, на которой держится вся эта конструкция. У них есть термин «коррекция», да, в какой-то момент он стал очень популярен. Это, по сути, фальсификация, названная не взрыв, а хлопок, да, а не фальсификация, а коррекция, да, бизнес корпоративным языком. То, что это было, важнее, чем то, чем это кончилось? С точки зрения политической истории, да. Вы что-то знали? Да, разглашу я это, я расскажу. Андрей, в феврале 2022 года вместе со своим напарником Константином Гааззе вы сказали о том, что вы приостанавливаете подкаст, потому что с 24 февраля политика в России закончилась. Вы подпишетесь сейчас под этими словами? Политика в прежнем виде закончилась. Да? Потому что до войны система жила, и о чем мы говорили, да, ожиданием транзита, перехода власти, по сути, из одних рук в другие, потому что все равно к преемнику, какой бы он слабый бы ни был, власть так или иначе начала бы перетекать. Даже когда Дмитрий Медведев был местоблюстителем, более-менее вокруг него образовался круг олигархов, которые не очень хорошо закончили, особо приближенные персоны в виде братьев Магомедовых, чиновников, которые тоже, в общем, не очень здорово закончили. Один 19,5 лет может получить, или он получил? Еще не дали. Может получить 19,5 лет. Другой, я так понимаю, в Россию не может попасть особенно, да, Дворкович, хотя были вот в силах. Все равно этот процесс казался неизбежным. Да, потому что эти выборы уже вот с перспективы чуть меньше 2 лет, да, вот, которые сейчас будут, они воспринимались, в общем, поворотными, в смысле, что вот сейчас там все перерассядутся, и потом начнется перераспределение. Та политика, которая была рассчитана на транзит четко, на тот момент она развалилась. Но и вы, и Константин говорили о том, что никакой войны не будет, и что вы в это не верите. Да, мы исходили из, к сожалению, логики, что ворюги нам милее, чем кровопийцы, потому что ворюгу мы понимаем. Угу. Да, зачем он ворует, у него есть прагматика. Система была заточена и остается во многом заточена на коррупционную ренту. Для нее истории типа войны невыгодны, потому что обрываются бизнес-связи, обрываются вот эти доходы, в смысле торговли ресурсами туда, обрывается, значит, то, что льется вниз, да, на окружение Путина в виде крупных госпроектов, инфраструктурных, мостов, олимпиад, городков Сириуса и так далее. Плюс война не была подготовлена в смысле инфраструктурно. Оно пока не падает, слава богу, но уж если бы сильно готовились к войне, наверное, российские авиакомпании, например, бы подсуетились в закупке запчастей. Нет. Вы ошиблись, потому Мы ошиблись. Хотя себя я немножко могу оправдать. Давненько у меня на Карнеги был текст о том, как Путин стал угрозой стабильности. И, в принципе, это просматривалось. Он, как выразитель власти, действует уже иррационально, не в прагматических интересах. Стоило ли больше смотреть в эту сторону? Да. Но мы все верили в коллективного Путина. То, что ахаха, психология, там кровавый тиран. Это неправда. Есть вот этот круг, который может сказать нет, у которого есть прагматические интересы, в которые вот эта война не входит.
Ну, как мне накануне войны объяснял один представитель АП, ну, знаешь, как бы, ну вот а зачем нам вот это, да, там, зачем Украина? У нас ведь нет кадров даже на Крым и Севастополь нормальных. Мы не можем найти управленцев муниципального и регионального уровня. У человека не было в голове, что Россия не может захватить Украину. Может, да, то есть Киев затруднен. Но что нам с ним делать? Это огромные города, ну, то есть с инфраструктурой, метро, там трамваи ходят, то все. Кто этим будет заниматься от нас? Мы рациональные люди, мы понимаем, ага, война. Ну, в каком состоянии у нас армия? Ну, не в лучшем, да? Мы не знаем состояние украинской армии. Что там, непонятно. Российская армия не очень, да? Ну, они же не самоубийцы это начинать. Там, не самоубийцы там, тревожить народ. Опять же, ты всегда думаешь, а как было раньше? То есть в 2014 году российская же армия не пошла дальше? Правда ли, что в 2014 году Путин был готов пойти дальше, и план такой был, но был кто-то, кто вошел в его кабинет и его переубедил? Я не думаю, что это был один человек. Это было много человек, в том числе, например, те же данные мог принести Володин. Да, потому что были соцопросы, по которым четко прослеживалось, что Донбасс россиянам не нужен. Да, вот мы не хотим. На Путина это тоже действует. Да, действовало. То есть в 2022 году или ему не принесли эти опросы, или это не подействовало? Мы не можем полностью залезть в голову Путина. Полностью отфиксировать момент, да, вот не то, что он совсем ушел в астрал и готов действовать непопулярными мерами, не смотреть, что происходит внизу. Потому что Путин, не знаю, даже начало десятых годов, мог ли он пойти на выборы, а потом сделать пенсионную реформу прямо после них? Нет. Потому что все равно, слушай, ты же обманул. Какая-то оглядка на то, что подумают люди внизу, она была. Были протесты в 2011 году по поводу выборов в Госдуму. Поменяли Суркова на Володина, как на администратора выборов. Что сделал Володин? Дал улице Прохорова и не очень корректировал итоги голосования. Чтобы люди сказали, ну есть же сторонники Путина. Потом начался отрыв. Да? Путин хочет там 70%. Да. Он хочет, чтобы в ковид голосовали люди зачем-то, хотя по закону не надо голосовать за эти поправки в Конституцию, потому что они прекрасно принимаются Думой. Ну, хочет он. Ну, давай. 80. Голосовать 3 дня. 3 дня. Давай. Можно. Вот в какой момент как бы прогнулся сильно хребет, да, вот у людей, которые работают на обеспечение экономики, управляемости политической системы, в какой момент у Путина перещелкнуло, что я могу, да, вот я могу делать все, что хочу. Да, там, то ли я посланник народа, то ли... Тут мы в голову ему, конечно, не залезем. Путин в одиночку такие решения принимает? Или есть все-таки какой-то круг, с которым он советуется? Давайте по публичным свидетельствам вспоминаем заседание Совбеза накануне войны. Я недавно специально его пересматривала, и, в общем, там практически нет никого, кто высказался бы за начало боевых действий. То есть даже Патрушев там говорит аккуратно. Он говорит, надо им дать время. Потом он поддержал. Да, потом он поддержал, но изначальный посыл его речи был, давайте мы все-таки поговорим там, с Вашингтонским обкомом. Там были, которые вот сломались, да, сразу, да, как бы они поняли, зачем их собрали. Там видно все по лицам, потому что как говорят. Были люди, которые не очень поняли. Да, Патрушев не очень понял, Нарышкин не очень понял, Казак не очень понял. Я не могу залезть в голову к Николаю Платоновичу Патрушеву. Говорит он всякое, говорят о нем тоже всякое, от того, что он чуть ли не скрытый либерал. Может, он и не скрытый либерал, но сидеть за одним столом с человеком с большими погонами из Америки ему, я думаю, нравится. Да? Как бы противостоять на равных ему нравится. И вообще логика чекиста, она не совсем в войне. Потому что на войне чекист не очень нужен, на самом деле. А вот в этих вот подковерных играх, которые в войну не очень как бы уместны, а вот как раз в какое-то противостояние, то ли холодная война, то ли уважаемые партнеры, но мы все фиги, вот это
прекрасно. Итак, значит, совбез, на котором все не очень понимают. Я это воспринимаю как некое подобие публичного совета. И, скорее всего, тот же Патрушев, когда начинал говорить, Владимир, надо поговорить, там, что-то, он воспринимал, что он дает публичный совет, к которому, скорее всего, прислушивается. Нарышкин, который, да, риторический прием, отсылка к авторитету, который говорит, ну вот Николай Платонович же говорит, переговоры, давайте переговоры. И с Нарышкиным начинается унижение, да, там, затыкание казака. Советовали с ними? Я думаю, нет. Если Путин скажет, знаете, ребята, я хочу воевать. Я вас соберу, вы мне скажете. Такого не было. Кто заходил в кабинеты и давал нехорошие советы, кто может говорить Путину то, что ему нравится? Кто как бы готов обеспечивать его как бы прихоти? Виктор Золотов, глава Росгвардии, пожалуйста, пойдем, все, сделаем, да, без вопросов. Ковальчуки, мы не можем говорить, насколько они желают войны лично, чего они хотят, потому что небольшой секрет, да, что они принимали участие в создании партии «Новые люди», либеральной партии, не ультрапатриотическая. Но, тем не менее, Ковальчуки, я так понимаю, ригидные, готовы немножко ради места быть, ну, не шутами, а вот как бы людьми, которые делают интертеймент. И война это очень цинично, да, потому что ну, мы говорим, наверное, вот про вот этих людей. Да. Для Путина это тоже интертеймент. Если ему хочется вот этого, я звоню бойцам там, за Родину, за победу, там, они готовы обеспечить. Да, вот эта ригидность советской технической интеллигенции. Да, вот это парадокс. Те, кого называют основными моторами войны, ну вот Кириенко, да, он, ну что он там, открывал памятник бабушке в Донецке, чего там он ходит с буквой Z, вот он в прошлом либерал. Но тем не менее он готов это все обеспечивать. Да? Он готов сказать, вот так думаете, почувствовать, да, вот, что надо, и не противиться, и обеспечивать. Странно, да, но это советская техническая интеллигенция. Кириенко, Ковальчуки. Ковальчуки физики. Это ученые советских времен. А зачем этим советским физикам война? Тут же речь идет сейчас не о чужих территориях, не о мировом господстве, а просто о физическом действии. Вот напали. Начальнику нужна война? Ладно. То есть это вопрос лояльности? Это вопрос лояльности. А вы помните тот момент, когда вы принимаете решение о том, что вы уедете из России? С чем это было связано? Это было связано, к сожалению, с угрозами. Я, честно говоря, уезжать совсем не собирался. Такой мечты не было. Более того, прямо перед войной были планы на жизнь, все такое. Да? Не знаю, как, наверное, у многих людей поколения моего и 10 минус. Да? Все только более-менее начало приходить в норму в смысле быта. Да? Но мне сказали, что если хочешь нормально как бы жить, лучше уезжай, сказал мне один человек. Человек, облеченный властью, или человек, облеченный информацией? Мне кажется, это одно и то же. Что один человек мне так сказал, что лучше как бы тебе уехать. Особенно вот в подкасте с Костей мы говорили разные вещи, в том числе и слухи, и там было много, в принципе, напринимали столько законов, что задним числом там за какое-нибудь, не знаю, разглашение чего-нибудь про силовые структуры и так далее, в принципе, можно было взять крепко. Да. Один человек мне сказал, что тебе надо делать выбор, с кем ты, если хочешь оставаться в России. Ну и Костя передал мне тоже как бы привет, потому что у него свой круг общения, в том числе и какие-то околосиловые люди, и какие-то большие чиновники. В общем, и он тоже уехал. Насколько это было болезненным? Я не хочу об этом думать. Да, то есть это было очень быстро. Оторвало ногу, да, там, не знаю, упал, очнулся гипс, да, упал, очнулся там, в Риге. Вот. И как-то думать, что вот что было, да, там. За 3 дня мы собрали вещи. Вы с женой? Она собрала вещи, да. И мы уехали.
А вы поехали во Францию, потому что она романист, да? Нет, она философ. Она французский философ. Философ и доктор, да. Все говорят, что все видели фотографии котов Перцева. Никто не видел фотографии жены Перцева. Моя жена не очень любит публичность, соцсети, у нее их нет. Таков ее выбор. Ее профессия как-то помогает вам ориентироваться в вашей профессии? Она же еще социолог, да, по начальному образованию. Мы часто обсуждаем с ней, да, вот что правильно, как правильно. Правильно ли такой вопрос, например? Корректно ли задавать такие вопросы, чтобы какие-то делать выводы, которые социологи делают на основе опросов, например. Да, опрос же в медиа подается не сам по себе, а с некими выводами, что россияне таковы, или они хотят этого. И смотришь на вопросы, как помогает. Мне всегда казалось, что философия – это способ отзумироваться, да, и подняться так высоко над происходящим, чтобы посмотреть картину в общем и целом с точки зрения всего длинного исторического процесса. Как вы думаете, сегодняшние события в России будут похожи на что? Может, я цинично скажу, но вполне вероятно, да, потому что это сейчас очень много вероятностного из-за того, что политика стала слишком психологичной. Ты к Путину уже не можешь залезть в голову? Наверное, не можешь. Да? Люди, с которыми я общаюсь, они говорят, посмотри, что Путин часто начинает гнобить тех, кто не оказал ему некое личное какое-то неуважение. Как-то ведет себя неправильно с его точки зрения. Например, Пашинян. Либо Макрон ему чем-то досадил, и Путин сейчас лезет в Африку. Такая себя не очень почтительно ведет, и получает щелчки. Такая психология. Да, если не начнется прямо мировая война, да, то это для мировой истории, наверное, как-то будет забыто. Не то, что забыто, да, мы сейчас помним, что там толком было в Югославии. Имена, фамилии. Наверное, не очень. Слишком, с одной стороны, быстро идет время, да, все меняется. Смотришь соцсети, еще что-то. Недавние сторонники оппозиции, в том числе и уехавшие, и оставшиеся, начинают, например, ругать Запад за то, что он недостаточно помог Украине, обманул россиян, что-то такое. Можно ли было себе это представить еще год назад? Наверное, нет. Да, но сейчас мы это видим. Да. Кто-то, может, вернется. Да. Что в России будет, тоже не ясно. Есть такие-то сценарии. Да, не знаю. Россияне в таких-то условиях часто ведут себя вот так. Да, при серьезных социальных трудностях происходят социально-политические потрясения. Или выступления. Бывает такое? Может такое быть? Да, может. Может этого не случиться? Может. Да, потому что, кто думал, например, что, не знаю, 10-я часть населения Хабаровска выйдет на улицу во времена ковида, да, когда просто выйти на улицу уже заберут тебя или нет, да, как ты докажешь, что обошел магазин. Это все равно ничем не кончилось. Это ничем не кончилось, но это было. То, что это было, важнее, чем то, чем это кончилось? С точки зрения политической истории, да. Региональный протест, скорее всего, он не кончится ничем. Если, конечно, люди не требуют того, что власть может им дать, что для нее в целом не принципиально. Можно не строить мусорный полигон на Шиесе? Можно. Храм в Екатеринбурге? Можно без него обойтись? Можно. Власть не падет от этого, да, ее основы куда-то не провалятся, да, а наоборот, она скажет, смотрите, люди, я за экологию, я за то, чтобы в Екатеринбурге был парк, а храм пусть будет в другом месте. Это, наверное, не принципиально, иногда вопросы бывают. Хотя иногда, когда власть сильно зарубается, протесты ведь тоже экологические бывают. Химкинский лес. Трасса есть. Это был очень денежный принципиальный вопрос, да, в отличие от храма и Шиеса. А то, что, например, история с Фургалом, как? А как его вернуть? Да, сказать, нет, мы сфабриковали дело. Да.
Все, да, вот этой дороги назад нет. Но с другой стороны, как бы вот в том, что было, как политическая история, мы фиксируем, что в принципе люди, оказывается, у нас могут даже не только по социальному поводу закипеть, но и по вполне себе политическому. Да, что вот симпатичного им персонажа забрали у них, и да, это все снивелировалось, как бы с помощью всех технологий избрали Дегтярева. Ну, можно сказать, избрали не люди, а те, кто занимался выборами Дегтярева, избрали Дегтярева. Но, тем не менее, сам факт, он как бы показывает, что что-то происходит. Да? Если в масштабах страны это происходит, то, наверное, перемены возможны. Как по-вашему, человек, который живет за пределами России, через сколько дней, недель, месяцев он теряет вообще способность адекватно воспринимать происходящее в России? При таком развитии мессенджеров, соцсетей, в принципе, ты сильно не отрываешься. Наверное, надо уточнить, что если ты не обитатель московских гостиных, как говорит Маргарита Симонян, я выходец из провинции, долгое время там жил, постоянно ездил. У меня много друзей, родственников, людей, с которыми я общался, когда ездил в командировки. Это очень разные люди, обычные какие-то, региональные депутаты, чиновники. Эти связи сохраняются. И человек тебе может сказать, а я вот не могу теперь купить iPhone даже старый, потому что там у меня iPhone 5, вот я бы хотел купить 10, например, чтобы что-то у меня было не развалившееся, а к андроиду я, пожилой человек, привыкать не хочу. И ты понимаешь, что у человека что-то произошло в жизни, что, в принципе, он недоволен, что его жизнь изменилась. Когда у тебя друг, не буду называть его сферу деятельности, не может купить железо для того, чтобы работать. Или он покупает, конечно, но это связано с IT, видимо. Вниз. Фотограф, музыкант, например, это быт. Угу. А когда тебе друг, одноклассник какой-то говорит, я стал тратить на продукты почти все, ты тоже понимаешь, что в жизни как бы немножко не так, как кому-то хочется показать вовне, что ничего не изменилось, Россия живет как прежде. Ну и прошу прощения, когда тебе очень обеспеченный человек, достаточно высокопоставленная, опять же, персона в системе власти говорит, знаешь, а я теперь думаю над покупкой машины и не знаю, что мне делать, потому что даже я не очень понимаю, что мне купить. За 7 миллионов китайцев, не хочу я покупать. А как это связано с политикой? Это всегда связано с тем, что вот это гадание, когда же у русского народа вот эта чаша терпения переполнится. Есть класс совестливых пиарщиков, айтишников, которые уехали, и которым оставшиеся друзья говорят, что в Москве на Патриках все, рестораны полны, веранды полны, и внизу все цветет, да все там на войне, все на военных заводах зарабатывают или служат в армии. Да? И чувствую, что у человека возникает подспудное желание вернуться. Я не то, что их отговариваю, да, но просто иногда призываю посмотреть на цены или на что-то, потому что мотив явно у людей материальный, и чего-то им их друзья не договаривают по поводу ситуации в стране. А все равно с политикой-то это как связано? Как ни странно, российская политика очень сильно завязана на социалку. То есть действительно кто-то об этом печется, когда принимает решение? Вот это нет. Потому что им советуют те же пиарщики, в основном, которые сидят в ресторанах на Патриках, говорят, жизнь бьет ключом, все нормально, делай, что хочешь. Потому что адекватная система, мне кажется, она давно уже где-то не там. Помимо всех других последствий войны, что она изменила в раскладе политических сил внутри России? Это еще один неприятный сюрприз. Природа российской элиты была расценена неверно. Элита – это в том числе те, кто имеет голос, имеет мнение, позицию, готова до какой-то степени ее отстаивать, даже тупо не в идеологических, а в прагматических целях.
Да? Нам хуже, не знаю, нам тяжелее работать. Все накроется, нас там накроют руинами. Это я образно говорю. А отстаивать это? Нет, они не смогли. Это неприятно. Не смогли или не захотели? Не смогли. В какой-то момент они не захотели. Потому что, насколько я себе представляю ситуацию этих первых дней, недель войны, какая-то возможность отсечь Путина от рычагов управления была. Ты, Николай Платонович, против войны? Да, против. Я в США там сложно поехать теперь. Да, там не хочется. Но и Салливан сидеть за одним столом. Мне горестно. Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я против. Сергей Семенович, я не поддерживаю. Да, Мишустин, слово СВО он долго очень не говорил. Он просто не говорил. Да. Он живет где-то в своем мире, очень долго жил Мишустин. Где что-то там события какие-то есть, а СВО у него нет. Хватило бы ресурсов, не знаю, премьера, мэра Москвы, силовиков, генералитета, который не очень хочет воевать, отсечь это. Хватило бы. Мечтали? Я думаю, мечтали. Не смогли? Не смогли. Той воли, что делает элиту элитой, что хотя бы отстоять свои интересы, не знаю. Нет, этого не случилось. В Москве, например, сейчас господствует мнение о том, что война – это старты огромных политических карьер в России. Я не вижу, кто стартовал на войне именно. Попробовал стартовать в публичной политике Пригожин. Он же начал играть в политику, он поехал в предвыборный тур. Да, это не так не называлось. Не называлось, но на самом деле кто-то у него был хороший советник, которого он не светил. Хотя мне говорили люди, что он сам научился, сам себе технолог. Не знаю, потому что картина медиарынка российского такова, что есть, например, Харс Шкулев, холдинг, у него есть городские порталы, которые, управляемые не в полной мере. Если в больших медиа Пригожина не было, то в городских порталах эти люди приходили на пресс-конференции, пожалуйста, он давал их в столицах федеральных округов, и они транслировали его позицию, они об этом писали. Почему? Потому что Пригожин давал трафик. По сути, он говорил, что я от некого движения сейчас выступаю, я представляю такое. И начинал говорить, что он считает нужным. Он попробовал стартовать в публичной. И за это был наказан, наверное. Во многом за это. Возможно, карьеры, о которых идет речь, делаются не в публичной политике, а в пока что не публичной? Мы не видим этих людей. Я не в голове у Путина, но чекист не любит армейцев. А кто может сделать карьеру на войне? Генерал. Популярных генералов мы не видим. Одно время медиа стали крутить Суровикина, но потом все. Суровикин сейчас жив-здоров, что-то за ним даже сохранилось, по-моему. Он отстранен. На войне он никак не присутствует. Конечно, в Z-каналах, патриотических каналах распространяется всякая информация, что он еще воспрянет, и там он занимается секретными вопросами. Но это, наверное, такие тоже психологические убеждения, потому что там же может распространяться информация, что Пригожин жив, и он еще всем покажет. Что с источниками? Насколько источники доверяют журналисту, который живет не в России? Новых источников не будет. Это сразу понятно, что новый какой-то человек у тебя не появится, потому что ты не в России, и даже потому что источник – это же не какой-то кондовый персонаж из нода или суперубежденный сторонник Путина. Скорее всего, это чиновник такой же джентрифицированный, которого не очень устраивает то, что происходит. Это всегда зависит от личных твоих знакомств. Насколько человек тебе, например, близок, ты откуда-то его знаешь, видел когда-то в «Единой России», общался, например. Он был региональным чиновником, стал федеральным. Те, кто в Госдуме, кстати, работают, депутаты сейчас тоже могут выдернуть, просто от депутата почти ничего не зависит. Да? Какой-нибудь статусный человек тебя, скорее всего, пошлет. А благодаря еще тем временам, когда они были на расстоянии вытянутой руки, всех завязывались какие-то знакомства, и они продолжаются. И тут уж никто не знает, на какую стезю выбросит твоего знакомого.
например, как Кириенко выбросила из Росатома в политику, и его окружение... из политики пришел в Росатом? Ну, там все забылось. Да, там связи отмерли на самом деле, его никто сильно не воспринимал. Его команда, в общем, была достаточно узкая и, ну, не очень как бы сначала даже отдупляла, что происходит. Вот. Ну, в принципе, ситуация возможна, да, когда какой-то человек типа Кириенко приходит заниматься политикой из какой-то сферы. Был он в правительстве, например, занимался цифровизацией. Или, ну, вдруг взбредет там приглашать в АП торгово-политический блок мэрии Москвы, например, который сделал ДЭК, выборы у него такие мудреные, интересные. Вдруг понравится опыт кому-то, а ты там знаешь кого-то. И сразу... Ну, не говорят ли источники, не, Андрей, вы теперь живете за границей, до свидания? Про заграницу никто не говорит. Но, допустим, иноагент сразу давай общаться там по поводам каким-то бытовым, пожалуйста, да, мы там дружбу не закрываем. Про дело нет. Были такие люди, достаточно, ну, высокопоставленные. С днем рождения поздравить, что-то обсудить, пожалуйста. А вот то, что тебе этот человек что-то расскажет, хотя вот реально он может много знать. Ну, все, нет. Там следующая веха – это что? Это война. После войны человек перестает отвечать. Связь оборвалась. Нежелательность уже совсем мало. Потому что, в принципе, кто хочет общаться, я думаю, для них это либо психотерапия какая-то, что ты рассказываешь о том, что ты делаешь. Причем не со стороны, там, все супер здорово. Нет. Да? То есть человек работает на политику, занимается, может, не самыми хорошими делами, но ему важно чувствовать себя, да, той спичкой, на которой держится вся эта конструкция, да, что несмотря на все трудности, без ухищрений все повалится, мы поднимаем там людей с дивана через начальника цеха. Все равно это хочется рассказать. Как-то этого раньше, может, и не стеснялись. То есть, ну, какая-то была эволюция, когда, в принципе, при Суркове там, ходили куда, в кофеманию какую-то ОАП, какие-то утечки возникали, все равно была внутренняя борьба, это какой-то свой интерес, топить конкурента, подсветить то, что ты делаешь, даже не очень благовидно. А при Володине это стало сильно хуже. Были введены очень забавные эти брифинги Володина, и потом в «Большой тройке» выходили материалы, что-то источник сказал. И 3 примерно одинаковых материала. «Большая тройка» — это? «Коммерсант», РБК, «Ведомости». Конечно, Володин на брифинге рассказывал, какая у нас было смешное сочетание call-factor. Придумали его политтехнологи. Это конкурентность, открытость, легитимность. Что у нас на выборах. Конкуренция, они открыты и легитимны, что все у нас типа честно проходит. Ну, конечно, к реальности это не имело никакого отношения, смеялись. А при Кириенко? При Кириенко получилась очень странная... Вот это моя любимая аналогия, которую я вот привожу. Это центр Помпиду в Париже. Коммуникации, трубы, что-то вынесены наружу. Да, здание, но трубы у него не спрятаны, а вот все как бы он облеплен какими-то вентиляционными шахтами, трубами и так далее. Вот у Кириенко началось. У нас план на выборы вот такой, да, вот это корпоративно. Это, в принципе, по-моему, первые установки, что Путин получит столько-то при такой-то явке, появились на его первых президентских выборах. При Кириенко. Первых выборах при Кириенко 2018 года. В принципе, исполнили они примерно так же, да, причем чуть вверх. Ну, советские традиции перевыполнения плана никто не... Особенно, когда ты сам план рисуешь, тебе легко его перевыполнить. С одной стороны, я эту машинку люблю, потому что я знаю, как она работает, и они не очень скрывают. Все, что происходит в российской политике, ну и в работе с обществом, там, культуры, отработано в Росатоме, да, привыкли. Да. Кто там в нашем атомном городке отвечает, там, где кадровик, собирает там начальник цехов, вот нам нужен такой процент, звони людям, там, да,
команда политтехнологов тоже там на атомной станции, на предприятии. Точно так же, не знаю, на МТС, пятерочку, что там, Магнит, что лояльное, не говоря уже о госкорпах, о бюджетных учреждениях. Да? Команда политтехнологов, которая занимается даже не столько агитацией, а сколько вот выстраиванием работы с этими директорами предприятий, в вертикально интегрированных структурах. Все. Корпорации, крупный бизнес научили, уже дрессированные по самое не могу. Верхний слой, опять же, сами люди голосуют за Путина, пришли. Но им же хочется показать, что мы работали. А как мы работали? А вот так. Мы не то чтобы мы вкидывали, да, у них есть термин коррекция, да, в какой-то момент он стал очень популярен. Это, по сути, фальсификация, названная не взрыв, а хлопок, да, а не фальсификация, а коррекция, да, бизнес корпоративным языком. Значит, скорректировали, не знаю, план, еще чего-то. И вот, значит, они описывают, что команда политтехнологов там на регион, на предприятие, старший, младший работают с начальниками, начальник начинает оповещать о выборах, немножко агитировать за власть, потом по телефону звонить, спрашивать, базы вычеркивать, где какая явка. Очень, с одной стороны, сложно вроде бы, с другой стороны, очень просто. Корпоративное мышление, да, государство, корпорация. Вот выборы можно рассматривать как это корпоративное мероприятие. Человек, чья карьера, в общем, начала расцветать в том числе и на войне, это Сергей Владимирович Кириенко. Он же был, насколько я понимаю, идеологом выставки про будущее России на ВДНХ, но в момент, когда туда приехал Путин, никакого Кириенко с ним рядом не было. И вообще уже стали говорить о том, что чуть ли это не выставка, придуманная Орешкиным. Что это значит? Сергей Владимирович очень хитрый человек. В голову Кириенко залезть еще сложнее, чем к Путину. У него очень много ходов. В какой-то момент работал центр Помпиду. Да, вот этот. Угу. Что мы делаем? Чего мы хотим? Такую цифру. Как мы это сделаем? Вот так. Угу. Мы это сделали? Да. Как мы это сделали? Вот так. Все, пожалуйста. Школа губернаторов. Мы готовим их так. Они обучаются вот этому. Да, там, и ты достраиваешь. Они обучаются системам корпоративного менеджмента, лояльности, общему языку, А в какой-то момент, видимо, сейчас, Сергей Владимирович поздновато, наверное, но понял, что слишком его усилия видны. Угу. А это тоже не очень правильно. Да, вот я здесь, там, мой человек Андрей Полосин делает вам идеологию в виде предмета основы российской государственности. Вот вот он я, да, это мой аватар. Вот моя школа, губернаторы мои люди. Вот моя машина для голосования, моя. И в какой-то момент, наверное, оказывается, он тяжелый сейчас момент все равно, потому что, еще один срок Путина, а дальше, даже если он досидит, а дальше что? И вот ты, у которого есть это все, и это все твое, да, у тебя этого много. И он начал это прятать. Вот он разбрасывал камни, сейчас он собирает. Выставка «Россия». Да, какие сигналы посылал Кириенко? Что он хотел? А летом была обозначена информация, что Путин выдвинется на открытие выставки «Россия». Он этого не сделал. Очень логично. И это сразу... Кто выставку «Россия»? Я говорю, конечно, Кириенко. Везде писать Кириенко. Его проект, он постоянно там. Нагибает регионы, там, давай, красиво, там, нейролось. Я видела своими глазами. Вот. Красивый же. Это мой любимый герой. Такое. Вот я не видел вживую, да. Нет, я видела. Когда меня спросят, о чем ты жалеешь в жизни? Вы можете сказать, что вы видели человека, который видел нейролось. Да, видел нейролося вживую. И в какой-то момент это сломалось. Почему Кириенко не пошел? Он не пошел или его не позвали пойти? Я думаю о людях хорошо, они более хитрые. Но пока выглядит так, что он немножко отстраняется. Да? У меня есть косвенное свидетельство. Что это его решение? Да, потому что не так давно СМИ опубликовали, сведения об установках, которые получили вице-губернаторы по политике, что выборы пройдут без шоу, какого-то, очень скромно и легитимно. И мы начинаем сличать.
Выставка России. Это что у нас? Как бы, это разве не шоу? Ну, шоу там. Конкурс почти на 1 миллион человек для семей. Это разве не шоу? Да, там с призами, там все. Ну, шоу там. Ага. Фестиваль молодежи и студентов под финал президентской кампании. Это не шоу? Это шоу. Форум «Россия зовет», форум волонтеров. Путин постоянно где-то, какие-то люди там чего-то где-то крутятся. Да, это все вот в одном месте, да, в одно время. Есть шоу? Есть. Скромности, понятно. Да, компания, вот она там, расписная, да, хохлома, давно не видели такого. Легитимность. Расскажи мне о легитимности, когда введен ДЭК, да, и, в общем, ты знаешь, как работает машина корпоративной мобилизации. Но тоже нет. Но зачем-то же хочется это спрятать. Сказать, у нас нет шоу, да, там, закрыть глаза. Зачем он прячется? Не знаю. Не знаю. Почувствовал что-то, что не надо сейчас быть там и там. Стали ли бояться источники вообще, в принципе, телефонных разговоров? Мы наблюдали, как люди перешли из обычных телефонов в WhatsApp, из WhatsApp в Telegram, из Telegram в Сигнал, а из Сигнала разошлись по совсем уж суперсекретным каким-то исчезающим чатам. Сейчас ваши источники общаются с вами по прежним каналам связи или это все там супер как-то секретно? Есть, наверное, тонкая грань. Опять же, вот кому мы можем рассказать? Нам хочется. Кому мы можем рассказать, как мы делаем результат? Им хочется рассказать, что они делают. И эта часть остается. Кто-то хочет себя показать, кто-то реально переживает. Такие люди тоже есть. Особенно это чувствуется вечером, когда душа просит уже поговорить. Да? Иногда есть люди, которые прям долго говорят. Прям звонят и говорят? Пишут. Может, войс записать в секретный чат тебе человек. Есть не самые очевидные способы связи, но есть вот Инстаграм. Кто основные акторы сейчас российской политики? Мишустин по факту стал сильным премьером. То, что в ковид к Путину было сложно пробраться, а решения были нужны. Кроме войны Путина мало что интересует и какого-то хай-тека, который притом должен сам работать, да, без вмешательств. Да. Вот хотелось бы, да, вот война реально интересует, там, командиру позвонить. Вот Мишустин принимает на себя роль, да, вот этого хозяйственного управленца. А свои амбиции у него при этом есть, президентские? Никто никогда не скажет, что у него есть. Да. Это значит поставить на себе крест. В какой-то момент Мишустин начал тестировать себя как реального публичного политика. Это в какой момент было? Практически, когда страна начала отходить от ковида, это конец лета 2020 года, он поехал в тур. Там нарезки, эти мемы, очень хорошо, грамотно построено, как приезжает живой человек, говорит там, с губернатором, там, живым языком, где-то ходит, значит, по каким-то таким местам, не самым вылизанным. Есть для меня такой вот ролик у Мишустина, видео, где он девочке дарит пианино. Да? Потому что вот если Путин подарит... Путин и дети – это вообще очень болезненная картина. Вот видео с Мишустиным. Значит, Мишустин дарит девочке пианино. Он говорит, меня Миша зовут. Мишустин играет на пианино, он умеет играть на пианино. Неплохо играет. Репертуар ресторанного жанра. Играет на пианино. Тестировалось. Во время войны эта вся история закончилась. Минуточку. Но вы были тем человеком, который в свое время отправил Мишустина в отставку. Да. Как это произошло? Это обсуждалось. Это в том числе и произошло процедурно. На тот момент по российскому законодательству был назначен исполняющий обязанности премьера. Вслед за этим автоматически должно было быть распущено правительство. Соответственно, Мишустин терял должность. И так далее. Это же фигура речи, а не настоящая отставка. В этой истории игралось. Да? К сожалению, российская политика – это игры возможного. Такую возможность предоставили. А кто вам тогда это сказал, что его отправят в отставку? Несколько человек. В том числе и в правительстве. И они прям верили, что это будет отставка, не фигня какая-то? Да, они верили в Андрея Ремовича Белоусова как нового премьера.
Велики ли риски для политического журналиста и политолога, что его могут использовать в своей игре какие-то политические движения, кланы, партии внутри страны? Велики. Но в чем они, я не очень понимаю. Ну, в любом случае, человек, который рассказывает тебе что-то, да, он имеет в виду в том числе как бы свою выгоду какую-то. Например, это моя психотерапия. Угу. Да, я рассказал правду. Или я работаю, а тут говорят, что народ за Путина. Ну, или я хочу просто поднасрать Ивану Ивановичу. Ну, может быть. Я не думаю, что публикация где-то может чем-то человеку навредить. Распространял ли этот слух сам Мишустин, например, который был на грани отставки? А тут вот враги написали, и отставки не случилось. Ну, вероятно. Потому что российская политика – это истории обещаний, батареи решений, которые может случиться, не может случиться и так далее. А вам было обидно, когда издание «Проект» фактически обвинило вас в том, что через вас вбрасывается какая-то информация? Нет, может, не по себе. Но когда это делается с такой странной фактурой, типа составили таблицу, да, в мае, значит, написали, что не будет мобилизации. Она была. Она в мае была. В мае реально там никто не думал о мобилизации в российской власти. Считали, что к лету будет взято как бы то, что они считали, должно быть взято, и на этом все остановится. Этого не случилось. Да, и мобилизация произошла по абсолютно независящим от Кремля причинам. Да, например, там. Что значит независящим от Кремля причинам? Наступление в Харьковской области. Все. Да. После этого начала машинка вот эта крутиться. Ну, Кремль же все равно принимает конечное решение. Конечно. Но в мае никакой мобилизации не планировалось. Тем не менее, в конце года это было почему-то объявлено. Там, или Пригожин планирует создать общественное движение. Там материалу прошло недели 3. Нет, он не создал общественное движение. Но на тот момент действительно он не создал. Это случилось потом. Так что, не очень. Можно посмотреть публикации самого проекта, там, про те же назначения, какие-то планы. Можно жить в странной реальности, считая, что всем управляет Кремль и Путин. А можно понимать, что ты озвучиваешь сценарий. Вот у тебя есть эта информация? Да. Ты должен поговорить о ней с читателем? Да. В модусе там может, не может. Но вам, как политическому обозревателю, вам часто предлагают такую информацию, которая в итоге может повернуть дело в какую-то сторону? Слива это называется. Насколько я понимаю, информация может повернуть дело в одну сторону всего лишь. В том, что ничего не будет. С одной стороны, это можно называть слив, с другой стороны, информация – это источник. Да, а вот как это трактовать? Это может быть манипуляция, а может быть по-настоящему информация. То, что мы можем представить манипулятивно, это чиновник чувствует, что у него горит жопа, и он говорит: у меня горит жопа, напиши. Там, или через кого-то там, знакомого, сейчас меня уберут. В этом смысле, наверное, это может сработать. Зная консерватизм Путина и его нелюбовь к публичиванию неких кадровых решений, решений в принципе. Потому что, может, Кириенко переугорел как раз тем, что поднимал эту выставку, анонсируя, что там Путин. Я не хочу здесь. Ты что? Все знают, что я там буду. Я не буду там, не хочу. Все, все видят. Зачем? Это нарушение немножко чекистской логики. Можно ли этим пользоваться? Наверное, можно. Но с другой стороны, тогда мы говорим: мы ничего не пишем о кадровых решениях. Да, это табу. Потому что большинство решений не состоятся. Дальше пойдем по фигурам. Шойгу. Политические перспективы Шойгу туманны в силу его возраста. Да. Что значит перспектива? Мы смотрим, если не Путин, то кто? Перспектива Мишустина, Шойгу, Собянина, Кириенко, людей в районе 60 лет. У них диапазон 60 минус, 60 плюс, 60 минус немножко. Об их перспективах мы как можем говорить? Да? С Путиным что-то происходит, нечто. Завтра, через год. Все эти прекрасные люди, у которых достаточно амбиций, в принципе, да, они доросли до неких
потолков, дальше куда? Или вниз, или вверх. И сидят, значит, засадные полком. Там Собянин, Кириенко готовы. Люди показали, что они могут, как и где. Кириенко там позанимался инфраструктурой, как это говорят в России, новых территориях. Социалкой позанимался, там, Голиковой пораспоряжался, когда они вместе ездили, хотя по статусу они равные, даже, может, Голикова чуть побольше. Шойгу, министр обороны, это где-то вне, но как бы по старой традиции, да, один из таких вот как бы популярных российских политиков, да, там, как мы с Костей Гази часто там вот вспоминали фрагмент из «Иронии судьбы». Может ли? Может. Ну вот Шойгу, как всегда, да, может лететь в Ленинград, там быть преемником. Наверное. Но у них у всех возраст. Да? То есть это возможно просто в случае, когда с Путиным что-то случается. Ему становится плохо, он заболевает так, что не может работать. Двойники не спасают. Да? Получается, что все вот эти вот люди, которые там 60 плюс или минус, это второй эшелон. Но есть ли кто-то, кто по-настоящему готов на эту власть претендовать? Власть надо взять, да, вот это, как ни странно, по идее. По-настоящему нет. А принять из рук Путина, да, готовы. Очень бы хотели. Кто? Кириенко. Собянин готов? Готов. Мишустин готов? Готов. Шойгу предложи? Готов. Да. У каждого еще есть, либо как у Шойгу есть некая вот бизнес, да, окружение, какие-то люди тоже во власти, типа губернатора Андрея Воробьева, например, проросшие, да, там свои, да, во власти. Либо, вот Собянин работает со всеми, да, в Москве работают все, кто хочет. Да. Подряды получают, можно смотреть. Но из этих людей никого не будет на выборах, а кто будет все-таки, тоже непонятно. Будут баллотироваться статисты. Возможные преемники – это люди, которые чисто… Нет, я понимаю, что из этих людей никто не будет баллотироваться. А кто будет баллотироваться вообще? Путин, кандидат от КПРФ, скорее всего, Зюганов, если позволяет ему здоровье, да, делаем акцент. Потому что Геннадию Андреевичу не просто все с этим. Слуцкий? Почти уже сказал, что я буду, но… И Нечаев. Кого выдвинет Яблоко, кроме Явлинского, если оно будет участвовать в выборах? Оно будет участвовать в выборах? Пока у меня ощущение, что нет. Оно и не нужно. Западу никто уже ничего не хочет показывать давно. С либеральным электоратом играть тоже не собирается. Повышать явку с помощью Явлинского – большое спасибо. Да? Сколько он на прошлых выборах получил? 1%? В России процент все-таки это 1 миллион человек. В Деге повышается без Явлинского. Да? Зачем народ бередить какими-то заявлениями лишними о том, что надо огонь прекращать и так далее? То есть никакого кандидата, который будет придерживаться хотя бы плюс-минус очень аккуратной антивоенной повестки, не будет? Совсем антивоенной нет. Что-то пора заканчивать. Я думаю, Нечаев с этой ролью вполне справится. Нет ли риска в том, что люди, которые остались в России, у них коррекция на то, что они остаются в России, где ты не всегда можешь говорить то, что ты думаешь, и все-таки ты там живешь, и этим воздухом дышишь, и немного меняешься, и люди, которые уехали, у них коррекция на то, что они уехали, они все видят в другом цвете, и они друг друга подпитывают этими инфернальными идеями о том, что в России, все тлен, прах и безнадежность. И эти два лагеря расходятся и представляют себе вообще абсолютно две разные России. Всегда существовала, во-первых, категория людей, которые, во всяком случае, в паблик транслируют то, что в России все прекрасно, общество за Путина врожденно. Очень полюбили люди разные. Термин, например, «глубинный народ». Из статьи Суркова очень мутной, непонятной, что это, да? Если это народная масса толща, почему она глубинная? А кто вверху? Кто на поверхности его? А если это народ, имеется в виду простые люди, почему они глубинные? Это выделение неких других, да, с большой буквы, которые думают не так, как мы. С одной стороны, глубинность подразумевает, что это как что-то небольшое, но этим подменяется
В общем, российское общество часто, что оно представляет собой вот, значит, этот глубинный народ. Все сложнее становится объяснить, как же так люди голосуют, почему они не выходят на улицы. Потому что раньше все нормально объяснялось. Да? Была путинская стабильность, все были довольны, покупали кредитный фокус, покупали квартиру в кредит, если не это, но хотя бы они могли купить бытовую технику, мобильный телефон, продукты, куда-то поехать отдыхать и так далее. Конечно, это провластные персонажи не в таких терминах объясняли, но у человека есть что терять. Его никто в принципе не трогает, что-то там наверху, значит, они мутят, воруют, распределяют властные посты. Вниз просачивается, человек отгородился, репрессий нет особых, что-то там вверху, но это не мое дело. Окей, хорошо. Когда это начало пропадать, постепенно заменяться как раз большим количеством фальсификаций, этими надстройками в виде, значит, машин, голосования, объяснительная модель, падает. Да? Уровень жизни у людей не такой хороший, как был. Да? Впереди туман. Да? Лучше им Португалии никто им обогнать не обещает уже. Постепенно они начинают терять. Да? Но вы сейчас говорите о той концепции России, которую представляют себе люди из-за рубежа. Есть еще концепция России, которую, в принципе, тоже непровластно настроенные люди представляют себе изнутри России. И не кажется ли вам, собственно, в чем и был вопрос, что эти комьюнити друг друга подпитывают в убежденности, что именно ваша точка зрения правильная? Но ведь вы же не видите, что там происходит. Как вы можете это представлять? А как это можно представить себе внутри страны? То есть я знаю, что, например, есть люди, которые называют российскую провинцию Ебеня, Хтонь, да, пишут. Ты приезжаешь в любой районный город, и, в принципе, ты обнаруживаешь примерно таких же людей, как ты. Это не новость. Все. Это никакая не Хтонь. Я прекрасно представляю, что Россия – это Россия городов. Я знаю, как работает политическая машина. Я примерно представляю себе, что триггерит обычных людей. Да? Обывателя без негативной коннотации. Ему не хочется, чтобы его теребили. Как любому человеку, ему хочется хорошо жить, да, и чтобы его жизнь становилась лучше, с оптимизмом смотреть в будущее, это как максимум, как минимум, чтобы его самого не трогали, не гнали в окоп. Это все видно по опросам. У меня есть круг знакомых, с которыми я общаюсь, у меня есть данные соцопросов, я иногда выхожу в люди. Людей я вижу тоже каких-то определенных, которые мне не распахивают передо мной рубаху и не говорят, на моей душе так. Но это отличается же от людей, которых вы видите, выходя из своей квартиры в Париже, Праге, Риге, Берлине, Лиссабоне? Наверное, отличается, но я думаю, что не сильно. То есть ты чувствуешь цайгес, что, например, невеселые лица простых парижан или москвичей. И ты можешь сказать, люди мрачны. Или наоборот, все в себе радеют о судьбах Родины, переживают за СВО. Можно так сказать. Но что это дает для понимания общей картины, тоже не очень ясно на самом деле. Либеральные политологи все время говорят о неком пределе терпения народа, который вот-вот должен быть перейден, и вот тогда. И этим пределом называют самые разные вещи, в том числе, например, жены и мамы мобилизованных, которые в какой-то момент должны были возмутиться, я не знаю, что-то сказать. Но ничего из этого не происходит. И терпение оказывается людей безграничным, и, в принципе, так как-то все прилаживаются к текущей ситуации. Тогда чего вообще можно ждать дальше? В Советском же Союзе сломалось что-то на рубеже 80-х, 90-х годов. Что-то сломалось. Может сломаться в России? Может. Может не сломаться? Тоже может. Я не верю в протест, локализованный вокруг одной проблемы. Потому что есть реально такая история, когда активная часть общества делегирует перемены некой социальной группе, которая в настоящий момент сильно недовольна. Дальнобойщикам. Сейчас захватят экологические протесты и все перекинет. Да, например, на НЧС там была такая тоже какая-то мечта. Это контрпродуктивная история, потому что они преследуют прежде всего свой интерес. Да, у людей есть запрос. Если власть его удовлетворяет, он
схлопывается. Либо его значение сильно преувеличивается. Да? Дальнобойщики так и не смогли образовать устойчивое движение, и Платон был введен. Хотя там были какие-то послабления все равно. Да? Там власть как-то там что-то где-то отползла. Вот матери, жены мобилизованных. Их много? Не очень. Что они сделают? Пойдут на Кремль? Ну, мы представим, что их... Сколько мобилизованных по стране? 300 тысяч. 300 тысяч. У них есть, допустим, жена и мать имеется. Да? 600 тысяч человек. Немало. А часть из них может быть довольна положением, потому что какие-то выплаты капают, да, еще что-то идет. Может, наоборот, поняли, да, что наконец-то мы живем. Кому-то нравится воевать из них. Да, есть мобилизованные, которые возвращаются. Кому-то не нравится. Кто-то будет молчать. Допустим, актив – это, возьмем широко, 150 тысяч человек. Какой-то недовольных, например. Сколько из них пойдет на улицу? Что они готовы делать? Да, готовы ли они брать Кремль, да, такими силами? Или что? Вот они приехали в Москву, осадили Кремль. То есть что вот представить себе, да, в таких условиях? В 90-е годы протестовали шахтеры, окружали Белый дом. Никто их не прогонял, да, там не было там особо. Они сменили власть? Нет. Протест вот какой-то группы конкретной, которая недовольна чем-то конкретным, не приведет, да, вот злые советы, что называется. Из них легко сделать врагов, например. Чего они хотят? Да? Чего они хотят? Они хотят ротации мобилизованных. Ротация мобилизованных – это что? Новая мобилизация. Новая мобилизация – предельно непопулярная мера. Да? Потому что как только появляется слух о ней, даже в форме опровержения, сразу, да, вот эта кривая тревожности ФОМа, оно прям вот, да, оно как колышется, да, это предельно непопулярная мера. Вот, пожалуйста, враги. Вот они требуют чего? Новой мобилизации. Почему из Стрелкова вышел как бы Жупел, ну, нормальный, ну, как бы никто за него не пошел, да? Почему Пригожин забыт, да? Почему забыт не оказался, да, народным героем? Потому что Пригожин трикстер, да, он работал на свое политическое будущее. Значит ли это, что, ну, условно, там, партия войны и турбопатриотические, турбовоенные настроения не будут в России популярны? И с ними власть точно не пойдет на выборы? Не пойдет. Единственное, что всегда есть волюнтаризм Путина, да, вот которого оттирают от темы войны, вот в этот позитив, там, предприятие открой, там, с детьми, вот те детей, его вот тянет, да, а они же не могут ему отказать. Да, вот они его любят или боятся? Или просто берегут, потому что он гарант того, что они существуют? Второе и третье. Я не думаю, что Путина любят кто-то. Да, ну, я не знаю, там, за исключением его друзей, да, там, Золотова, ну, таких вот персонажей. Гарант, вот это интересный процесс, потому что этого становится все меньше, да, вот этого арбитража, гарантирования. Часть там переходит к Мишустину, потому что у него есть вот этот административный аппарат правительства, который может что-то сделать, да, правительство может принимать некоторые решения. Часть каким-то типа пактом, еще чему-то. Но это тоже видно, что Путин, его там вот прям аппарат, окружение обеспокоено, потому что вот недавно он бизнес собирал, там успокаивал, да, там, что ничего не будет плохого, люди, не бойтесь, да, потому что стали ползать слухи о национализации, о повышении налогов, понадобилась вот эта вот психотерапевтическая история, что не бойтесь, я гарантирую. Нужен, да, и страшно, и нужен, потому что, да, будущее как бы туманно, да, а кто знает без Путина, вот кто придет? Потому что все равно они же, ну, немножко теряют связь с реальностью. Как Симонян говорит, вот там без нас в России бы выбирали фашистов, там всех бы, значит, повесили там на столбах и так далее. В элитах есть такие мысли, что ну куда ж там, да, без этого всего, что с нами сделают. Да. Проще так, да, так мы распределены, мы сидим каждый на своем шесте, тем не менее мы надеемся на большее, надежду у нас пока никто не отнял, пока нам 60+, а не 65+, поэтому мы лояльны.
А вы же из Архангельска? У меня история, может, посложнее, в смысле того, что я школьное детство в 90-е годы провел в Курской области у бабушки с дедушкой, потому что в Архангельске были всякие там веерные отключения. Жил в таком своеобразном месте, это остров, и, в общем... Остров? Да, это реально остров. Там есть острова разной степени не паршивости, а удаленности от центра и, соответственно, организации жизни там. Ну, в общем, в 90-е там было совсем не весело, а учился в университете, начинал работать я в Архангельске. Да. Буквально по объявлению, которое увидела в газете моя мать, что в газету «Правда Север» нужен был корреспондент в отдел информации. В принципе, писать я умел. Я писал про то, как бабушки не привезли дрова, как люди протестуют против размещения у них неподалеку туберкулезной больницы. Ну, какие-то такие вот темы социальные. И в какой-то момент, это было лето, мэром Архангельска стал такой персонаж Александр Донской. Он был достаточно потом известен, потому что он выдвинулся в президенты, потом его посадили, его выпустили, он открыл секс-шоп, признался в том, что он гей и так далее. По-моему, он уехал, и у него последнее видео было, где он ругается, что на фестивале Burning Man грязно. Это был предприниматель, владелец крупной торговой сети, молодой, достаточно такой фриковатый. Какие-то любил он тоже как бы шоу устраивать, и он победил. Да, потому что была неудачная кампания кандидата от власти, и власти тогда, в общем, прям такое вот не было, это начало нулевых. А он ездил по окраинам, приходил к бабушкам, там все молодой, так, понравился. Да? Начал воевать с губернатором. Был такой персонаж Илья Клебанов из окружения Путина. Он был полпредом в Северо-Западном округе. Вот он вот сейчас бы он был вообще на месте. Да? Тогда он был немножко выделялся, потому что он прям гнобил все, что это. Этот мэр начал ссориться с губернатором, начал ссориться с Клебановым, так далее, так далее. Что-то чтобы себя обезопасить, объявил, что он желает выдвинуться в президенты. И в итоге его подвели под уголовное дело, причем по каким-то смешным поводам, использовал служебную машину для того, чтобы возить сына. И вот его стали сажать, а те, кто у нас писал о политике, были в отпуске. Ну иди, что ты, в принципе, как бы, что, там не сильно как бы политическая составляющая, там экшен. Он устроил шоу, там его вынесли в трусах, значит, в белой футболке из квартиры, взламывали дверь, все стояли. Там я, кстати, столкнулся с такой историей, что приехали корреспонденты из Москвы, и они мне начали говорить, как он хороший, как его любит народ. Там, и ты понимаешь, что взгляд-то у них немножко, как бы такой, да, что они себе представляют человека, который пришел на оппозиционной волне, вот он оппозиционер. Ну как оппозиционер? Да, он человек с деньгами, который пошел против кандидата от власти. Но оппозиционер ли он, в смысле вот убеждений? Он хотел этот пост, да, он хотел этот ресурс. Но говорить, что он вот поборник свобод, там, или он супер любим народом, потому что к тому времени люди в нем стали реально разочаровываться. Потому что там пришла такая команда, мама, не горюй, на самом деле, с ним. Вот тут начинаешь думать, что-то не так представляет его себе, на самом деле, как какого-то героя. Но, тем не менее, ты понимаешь, да, что человека, как минимум, преследуют не за то, что он как бы мог реально сделать. Вот я написал про то, как его мэра взяли из постели. И как-то получилось, что мне отдали эту тему. Потом, ты же пишешь о политике, сходи там на сессию облсобрания. Потом назначили первого губернатора Варяга, а так как в Архангельске, в общем, жизнь такая била ключом политическая, его начали возить как бы мордой об стол депутаты облсобрания. Когда там тебе, не знаю, спикер облсобрания или вице-спикер говорит, знаешь, там, Илья Филиппович, ты вот пишешь, что там будет объект МЧС, кого ты обманываешь? Ты же дачу там будешь строить. Это не какие-то кулуарные разговоры, это сессия, в которой сидят журналисты, все, пожалуйста. Вот так я примерно начал писать о политике. Я уехал из Архангельска, потому что в итоге эту газету захватил губернатор как раз. Туда привели людей, которые сказали, политика сейчас самое большое, это прорвало трубу во дворе. Меня переместили на должность выпреда,
Поработал я веб-редом, получал писем, типа, что происходит с газетой, вообще, что вы делаете, и уехал. Сначала какое-то время был фрилансером в Москве, потом работал в газете «Ру», и потом перешел в «Коммерсант». Да. А вам в Париже нравится? Да я не знаю, я просто там живу. Странно думать, что ты живешь в месте, где тебе не нравится. В нем можно найти плюсы, много зелени, всегда есть чем тебя удивить. Море там 200 километров от него. Но вы уже перестали быть архангелогородцем? Нет, архангелогородцем, наверное, я никогда не перестану быть. Такой реки там не будет никогда. Да, там этого заката над рекой никогда не будет. А родители у вас там живут? Волнуетесь за них? Волнуюсь. С другой стороны, наверное, это там родители, как там, чего там. Да? Так лучше, наверное, что сын на свободе, чем... А что должно случиться, чтобы вы вернулись в Россию? Должен измениться подход власти. Должна, наверное, измениться сама власть. А вы верите, что это будет на вашем веку? Наверное, есть страх, что в какой-то момент где-то терпение сломается. Да, что... Ваше? Нет. Людей? Людей. Я не был в Северной Корее, да, какие-то там отголоски там в книгах, еще чего-то читаешь. Как люди могут так жить? Как у них не лопается терпение? Но уже выросли, да, поколения, которые жили так и не знают ничего другого. Да, и они отделены, так скажем, от другой жизни и представляют себе ее точно только такой, какой ее представляет пропаганда. Да, у них нет альтернативных источников информации и так далее. В России все-таки пока это не так. Да, есть поколение людей, которые помнят 90-е, которые помнят начало нулевых не как то, что там пришел великий благодетель Путин, а то, что было, там начали развивать свой бизнес, появились какие-то компании, в которых хотелось работать, у нас получалось строить карьеру, налаживать благосостояние. Я не говорю о каких-то свободах, да, там супер там, правах, мыслях там, о общем благе, о личном благе. Любой человек хочет жить хорошо. Но все равно всегда есть какая-то активная часть общества, которая меняет, да, ситуацию. Как в советское время, например, было. Сейчас есть эта часть? Или ей оказалось проще уехать? Она уехала частично, но, мне кажется, наиболее... нет, я не могу сказать, что это наиболее принципиальные люди. Но очень многие люди остались. По разным причинам. Вы уходите из «Коммерсанта» за пару месяцев до Матвиенко-гейта, когда из редакции ушел практически весь отдел. Вы что-то знали? Да, разглашу я это, я расскажу. Так как я занимался региональной политикой, да, все равно это есть такое, да, что я делаю, да, где моя совесть и так далее. Региональная политика долгое время никому не была интересна. Бунт, не знаю, мэра против губернатора, выборы аномальные, еще чего-то. Пожалуйста, пиши. Да, как долгое время федеральную власть не интересовало то, что происходит внизу. Губернатор, мы его спустили, мы его не будем оборонять. Что, его травят? Пусть травят. Можно сказать, наверное, что я такой позицией пользовался. Но это было прям такое не знаю, тоже везение, что ты занимаешься регионами. Это то место, которое прям на тебя цензура не падает. Но в какой-то момент оказалось, что выборы губернатора Приморского края – это тонкий момент для политических администраторов. Кириенко начал входить во вкус. Я понял, что есть запретные темы, которые лучше не трогать. Да, они пишутся с кровью. И... Это через главного редактора приходило? Да нет. Это, наверное, как-то само. Я просто писал еще на темы, связанные с конфликтами учреждений культуры и церкви. И это прям трудно, кстати, проходило всегда. Да, ты испытываешь
противодействия, да, со стороны, наверное, высшего там, руководства «Коммерсанта». При Жолонкине вообще как-то... А он ведь православный человек. Что будет вообще? Да, там, а темы-то интересные. Там, не знаю, памятники ЮНЕСКО, церковь, значит, посягать. Региону оказалось не так легко. Регионы потом оказалось, да, что... Может, это череда случайностей, да, там, что вот как бы... Кто вызывал на ковер? Администрация Путина или редакционное собрание газеты? У меня не было такого, что на ковер вызывали. Например, тебе хочется осветить тему, что выборы Беглова проблемные, и ими начинают заниматься вплотную как бы АП. Это курируют такие-то чиновники, и они делегировали там таких-то политтехнологов, а вот такой-то чиновник будет заниматься ими прицельно. И начинается, у тебя текст как бы буксует. Нет фактуры, да может не надо, там, и так далее. Когда ушел весь отдел политики, вы подумали про себя, что вы умный? Да, вот как-то, наверное, повезло. Хотя вот, ну что, повезло, да, сейчас я работаю в нежелательной организации. Повезло ли мне? Да? Не знаю. Потому что, ну, сейчас многие мои коллеги работают. А вы бы смогли сейчас в коммерсе работать? В коммерсе нет. Ну, получается, что, уйдя из отдела политики, единственным политическим журналистом в какой-то СМИ, ты превращаешься сам в отдел. Ты вынужден читать других, в том числе, чтобы представлять картину. Я читал «Коммерсант», пока там работали мои коллеги. После этого случая я продолжаю открывать «Коммерсант», но я даже не могу там найти материалов, ну вот по темам, например, региональным, которые у меня все равно как немножко фантомные боли, да, я смотрю, да, а вдруг где-то, значит, спикер пошел против губернатора, например. Там такого нет. Да, и ты смотришь, ну вот уровень как бы «Коммерсанта», того, что можно, осветить конфликты в партии «Яблоко», это очень интересно, конечно. Прям. Как вот что-то там, какой-то раздрай в обкоме каком-то КПРФ. Как Кириенко здорово обучает там мэров или губернаторов. Да? И ты понимаешь, что ты, ну, как бы знаешь больше, чем написано. Я не сомневаюсь как бы в профессионализме коллег. Но то, что они могут писать, наверное, не очень много. Может, к ним более пристальное внимание. Потому что в «Ведомостях» я могу прочесть больше, например. Что будет Путин предлагать глобально на выборах в своей стране? Для Путина это не событие. Да? Это получение порции народной поддержки. Да, он хочет, да. Он их не отменяет, выборы, несмотря на войну. Это возможность поконтактировать с тем, что он считает народом. Он старается не оттолкнуть ни тех, ни других, ни этих. Сказать, войны не будет, нет, он не может. Он оттолкнет там турбопатриотов. Потому что ну, их какой-то вес, их значимость сильно преувеличена. Возможно, активность сильно преувеличена. Но тем не менее, почему-то все на них оглядываются. Может он им сказать, нет, ребята, я бы очень хотел помириться? Нет. Может ли он сказать большинству, что мы будем продолжать войну? Нет. Потому что ну, мы смотрим на опросы, так или иначе все хотят, чтобы Путин предложил обществу мир. Было бы удобно, чтобы война закончилась, и нам ничего за это не было. Ну, чтобы Владимир Владимирович захотел, чтобы война закончилась. Вы этого хотите? Да. Там. Вот если в такой форме вопрос задается россиянам, они говорят, да. Если Путин предложит, а он не может предложить этого тоже, потому что, ну как, а куда же с патриотами деваться, да? На прошлых выборах не было даже программы, да? Вот было предложено считать программой послание Федеральному собранию, которое было за все хорошее против всего плохого, плюс мультик с ракетой. Как оказалось, довольно пророчески. Да, как предложение это точно не считывалось. Да. Ну и оно и не звучало как предложение, как фон. Социальное он не может предложить. Да. Он знает, сколько продлится война? Нет. Не понимает. Он понимает, что как бы Силуанов приносит ему бумажки, сколько идет на войну, сколько уходит там от инфраструктурных проектов, сколько понимает. Сказать, вот вам будет все нормально, там сейчас попрет, нет, не может. Да, образа будущего, то, что вот это такое слово немножко стертое, да, давно нет. Не могут вот они как бы родить его.
Ну, я ходила, собственно, на выставку на ВДНХ, чтобы посмотреть на тот образ будущего, который предлагается. Да, это вот на стенде Башкортостана стоит что-то там, некое сооружение, напоминающее автомобиль. В Башкортостане заметного автопроизводства нет. Если сильно вооружиться какой-нибудь лупой, может обнаружиться, что что-то там, значит, они секретные какие-то. Ну, в общем, я из этой выставки не поняла, какой образ будущего предлагается, и я думала, что, может быть, Путин его предложит или сформулирует перед выборами. Никогда не предлагал. В какой-то момент это стало раскалывающей темой, в какой момент сложно мне сказать. Видимо, в тот момент, когда у Путина начало крутиться все вокруг каких-то своих мыслей, как все должно быть обустроено вот правильно. Даже не то, что это будущее, а вот как-то вечное, настоящее, вот что-то вот должно быть вот обустроено правильно. Да? Потому что это... Ведь Гумилева, он не зря цитирует, что Россия на марше, там, у нее все впереди. Согласно его теории, Запад загибается, Россия молодая, а других цивилизаций мы не видим сейчас. Вроде как. Зародившихся, пассионарных, которые начнут, значит, еще сильнее цвести и пахнуть. Такая роль нам сейчас отведена, вот как бы нашему поколению. Ну, и оно будет хорошо, потому что должно быть. А как будет? Ну, как-то будет. Какова стратегия поведения человека, который гражданин России, живет в России и, например, не хочет голосовать за текущую власть? Вот что он должен сделать на этих выборах? Он должен сделать то, что хочет, то, что ему кажется нужным и справедливым. Вот и все. Ну, если нужного и справедливого кандидата нет. Если он думает так, и, например, он говорит, а я не хочу вот это там клоунада, и он не верит, например, в технологию голосуй против любого, но он может не голосовать. Да? А для меня это как вот такое поле цветов, да, бутонов, который может распуститься. До весны много времени. Бывает всякое. Что может не сработать? Ну, например, что-то крякнет сильно в экономике, люди устанут от того, что у них... Это возможно? Мне кажется, да. Ну, как-то с продуктами стало не очень здорово. Пока не напрягает, а вдруг напряжет. Да? Производитель же тоже держится так, как ему выгодно держаться. Да, там, как Лукашенко говорил, только взялся за яйца, да, масло подорожало. Вот сейчас ситуация Лукашенко, российская власть находится. Да, там что еще не будет, например. Или наоборот, все будет. Да, кто знает. То есть сказать, люди, голосуйте. Обязательно там, вот, если вы там навалитесь на систему, вы можете Путина опрокинуть. Могу ли это я с точностью говорить? Нет. Потому что система устроена так, что у нее есть ДЭК, который волшебным образом в Москве опрокинул результаты выборов по одномандатным округам. Я не знаю, благодаря ли фальсификациям, хотя все эксперты в избирательном законодательстве говорят, что там можно делать все, что угодно. Окей, я бюджетник, меня заставили голосовать на ДЭК. То, что их заставляют голосовать на ДЭК, мы знаем доподлинно, да, и ориентируют, и как бы загоняют. А сочетание вот мобилизации с ДЭКом, снотворного, да, со слабительным, что называется. Вот меня загнали. Допустим, если я голосую бюллетенем, и меня вот, корпоративная мобилизация на живом участке, что я там могу? Ниточку там положить, да, если меня заставляют фотографировать. Меня, может, и не заставляют фотографировать, да, считают, что я лоялен. А я голосую неправильно. Тайное голосование, там таких бюллетеней много, какой из них мой, никто не знает. Окей. В ДЭГе я захожу в личный кабинет, я не кидаю там в какую-то урну, я там делаю. Блокчейн, какой блокчейн? Я верю власти в этом. Не очень я верю власти в этом, да, в каких-то действиях, что она меня не контролирует. Да. Вот, даже когда я журналистом работал в Архангельске, у нас был странный формат такой. Ты типа пишешь мнение о каком-то социальном там явлении или политическом и звонишь жителям города по телефонной книге. Какой самый первый вопрос возникает у жителя города, которому ты позвонил? Откуда у вас мой телефон? Следующий вопрос. А почему спрашиваете именно меня? Да, и дальше... Хорошо, я спрашиваю именно вас. Да. Вот вы как будете голосовать на выборах? Я, скорее всего, никак.
И значит, гражданское никакое ни сопротивление, ни участие, ни неучастие, ни отсутствие соучастия невозможно. Вы говорите, что все бессмысленно. Я вообще голосовать не буду. Я, может, не хочу, а человек хочет. И реально это может на что-то повлиять. Да? Это вот как бы... Вот раскроется другой бутон. Все равно этой машинкой, да, там каждый ее элементом управляют какие-то люди. А если они саботируют эту работу? Вот в какой-то момент он говорит, я недоволен системой, я не буду. Почему, например, в том же Хабаровске работала машинка в какой-то момент? Хабаровск не был особо протестным регионом. Никогда мы не слышали там, о том, что супер там какой-то протест происходит во Владимирской области, да, там, где проголосовали в 2018 году против губернатора от «Единой России». Но не было же такого. Да, а в какой-то... Вот они обиделись. Везде разные причины. Вот человек решил, который занимается на своем конкретном участке работы, что я обижен. И я не буду своих подчиненных сгонять за кандидата от ЕР и корректировать результаты на своем участке я не буду. Вот не хочу. Губернатор просто надоел, там 100 лет сидит. Да. Там коррупционер-губернатор, о котором все знают, там Витя, а мне, да, там Витя, дай мне, да, кличка была у Зимина в Хакасии. Да. Все. Обида. Я не буду вкидывать. Не буду. Возможно такое в тюрьме? Возможно. А почему нет? Да? Какова вероятность этого? Кто знает? Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Этим можно вертеть. Да, потому что можно сказать, что Путин милосерден, можно сказать, что Путин справедлив. А это очень личные категории. И мне всегда хочется выбирать справедливость, но почему-то как бы душа лежит к милосердию. Правда или безопасность? Получается, что правда. Свобода или стабильность? Опять же, вышло так, что свобода. Родина или истина? Ну тут какой выбор-то? Истина. Какой сейчас у вас горизонт планирования жизни? Наверное, 2-3 года. Что будет через 3 года? Чего бы хотелось? Наверное, вернуться в Россию, свободную страну, пусть с какими-то материальными трудностями, которые неизбежны сейчас, но тем не менее... Домой. Домой. А реалистичный сценарий какой? Наверное. Да? Быть здесь специалистом по российской политике, российской партийной системе и так далее. Как себе? Или нормально? Реальность нас ведь не спрашивает.